Этот выпуск я начну с предыстории, которая началась в Южной Африке ровно 2 года назад. Слушай, в нашем лагере. а что, может быть, организуем какой-нибудь выезд? А что там думать? Ребят, как насчет середины-конец февраля? Если вы начали прыгать недавно, если вам интересно попасть в нашу тусовку, прокатиться с нами немножко по Южной Африке, которую мы за крайний год неплохо изучили, сделаем небольшую группу, небольшую, 5, ну максимум 10 человек. Даже не так. История эта началась еще в самом начале наших съемок, когда мы только знакомились с Южной Африкой. Страной с впечатляющим разнообразием дроп-зон и безграничными возможностями для эпичных прыжков. Исследуя их, мы пришли к амбициозному решению организовать свой собственный африканский скайдайв кэмп. Это был наш первый опыт, и поэтому мы его назвали «Пристрелочным». Нам хотелось не только собрать единомышленников, но и проверить себя. По сути, этот кэмп стал пробной версией большого проекта, а выпуск стал нашим очередным экспериментом. Только на этот раз испытания пройдут не только дроп-зоны, но и наши организаторские способности. А вот смогли ли мы справиться и стоит ли это повторять, вы узнаете прямо сейчас. Так что устраивайтесь поудобнее, заряжайтесь хорошим настроением, впереди Южная Африка и наш первый скайдайв кэмп. Мы начинаем. Personal. Небольшое предисловие. Недавно мы объявляли набор на кэмп, и на наш призыв откликнулись ребята. С самого начала мы честно их предупреждали, что это пристрелочный формат и планы могут меняться, и скорее всего будут. Поэтому надо будет расслабиться, настроиться на полеты и принять хаос как часть приключения. Гости не только с пониманием отнеслись к этому подходу, но и поддержали наш дух авантюризма. Должен отметить, что предстоящая задачка не из простых, ведь надо грамотно встретить, разместить, накормить и главное организовать прыжки. Эту миссию Дмитрий Юрьевич возложил на себя и героически с ней справился. Все наши движения им и спланированы, и скоординированы. Моего участия тут вообще нету, поэтому все лавры ему. Так, ну что, пацаны, в этом выпуске мы решили ворваться в индустрию туризма. Дим, давай в двух словах. В двух словах. Мы решили организовать дружеский ивент со скайдайверами, потусить вместе, попрыгать, вообще попутешествовать. Кинули клич, ребята отозвались. Вот мы сейчас здесь в аэропорту, они прилетают через час, мы их встречаем и начинаем это увлекательное путешествие. Но так как у нас опыта немного и мы решили себя не нагружать большой командой, поэтому мы взяли всего лишь несколько человек. Это, так сказать, первый пробный тур. У нас будет не только скайдайв, а много всего интересного. В общем, ребят, оставайтесь, посмотрите, и я думаю, что в следующий раз вы с нами захотите поехать тоже. Можно добавлю? Давай. И если все, а я уверен, что получится все просто супер, я думаю, Вячеславович, что поставим это дело, ну не то чтобы на поток, но на какую-то регулярность, поэтому, друзья, оставайтесь, наблюдайте, и если вам понравилось, заполняйте анкету, которая, скорее всего, появится вот здесь внизу, для того, чтобы попасть с нами в следующее путешествие. Теперь предлагаю пробежаться по нашим планам и составу. При реализации прыжков необходимо учитывать вместимость самолета. Если борт, например, рассчитан на 10 человек, группа должна соответствовать этому числу. Если у вас всего 5, придется либо найти недостающих участников, либо покрыть стоимость их мест. Еще один очень важный фактор – это запуск двигателя. У некоторых самолетов, таких как ПАК и Бичкрафт, запуск обходится дорого, поэтому их стараются не глушить. В таких случаях кворум увеличивается вдвое. Пока одна группа готовится к прыжку, другая идет во взлет. Уровень скиллов тоже важен, так как нужно сформировать взлет в соответствии с их возможностями. То есть для новичков есть ограничения как по количеству выделения, так и по погоде. Приведу пример. У вас есть кворум 10 человек, но 5 из них новички, и их отбивает по погоде. И все, у вас больше нет кворума. По итогу на наш первый кэмп мы собрали оптимальный состав, чтобы как раз заполнить один борт. Ведь такой командой удобно и вписываться во взлеты, и проще было найти жилье, ну и разумеется перемещаться на минивенах. География поездки будет выглядеть так. Старт в Кейптауне, дроп-зона Two Ocean, где мы собираем формации, прыгаем в вингах, да и просто тестим возможности новой локации, а заодно и посещаем интересные места Кейпа. После этого отправляемся в Йоханнесбург на Skydive Ranch, там нас ждет вот такая вертушка. А в Skydive Притория нас ждут фан-джампы с формациями и флочками уже со знакомого нам Пака. А для вкусной и интересной картинки я пригласил своего приятеля, профессионального FPV-оператора. В общем, у нас все готово, и мы начинаем с Кейптауна.
Так как мы были не просто участниками, а организаторами, сразу после прилета в Кейптаун мы загрузились в бричку и поехали принимать наш будущий штаб. Было принято простое и логичное решение арендовать один большой дом на всех. И как показала практика, это реально сработало. Дом находился примерно в часе езды от дроп-зоны, не идеально близко, но забегая вперед, ребята остались довольны. Никто не жаловался, локация не напрягала, а атмосфера общей тусовки наоборот только усиливала. Ну а теперь небольшой обзор того места, которое стало нашим домом на ближайшие дни. Так, ну что, пацаны, рум-тур, как обычно. Значит, вот он вход. Если кому-то интересно, вот здесь вот припарковались, вошли, и дальше мы попадаем. Сразу легкая чил-зона. Вы не поверите. Ребят, смотрите, но это еще не все. Если я вот сюда повернусь, как вам такое, да? И это тоже еще не все. Казалось бы. Мы проходим, вот сюда вот. Пожалуйста, вот это вот гостиная с вот таким вот игровым аппаратом. Вот в этой стране азартные игры разрешены, поэтому мы здесь будем играть. Ну и что могу сказать? Конечно же, бассейн. Маленький, персональный. Ну как маленький. Но все-таки свой басик. У тебя дома больше? Ребят, да тут джакузи есть. Причем не простая джакузи, ее нужно топить дровами. Дровишки вот сюда вот закладываем. Ну, в общем, все как в России. Все, вот есть весла, нахрена они нужны, непонятно. Но мало ли. Но если вот здесь вот эту штуку открыть, давайте попробуем, то там у нас водичка, которая нагревается не только за счет солнца, хотя жара на улице, еще можно зажечь вот такую вот буржуйку. Будет счастье вам. Это не трава, это вот постелили фейковое подобие травы. Не знаю почему, сэкономили, наверное. Но все равно им за это спасибо. Ну вот так вот издалека смотрится красиво. Ну и отсюда мы заходим в главную опочивальню. Короче, это спальня. Спальня, я так понимаю, самое главное, судя по объемам, с выходом сразу же во двор. И если вот сюда вот сделать шаг, то мы оказываемся вот в таком классном месте. Душ, шикарная ванная. Ну и такой вот огромный шкаф, пожалуйста. Вешайте не хочу. У нас только нет вещей. Ну, сортир тоже присутствует. Дальше мы проходим. И попадаем в общий коридор. Ну, это вот прям отель. Смотрите, сколько здесь комнат, я не знаю. Можно посчитать. Так, раз, два. Комната с двухспальной кроватью. 3. Сортир получается 1, что, в общем-то, наверное, не так удобно, если... Сортира 2 гостевых. Один здесь, один еще там. Мы собрали группу из 9 человек, поскольку это минимальный кворум для наших бортов. И как вы понимаете, дом идеально вмещал в себя весь этот наш буги-состав. Надо сказать, что мы в этом выпуске затестим 2 вида жилья – дом и гостиницу. Но пока могу сказать, что размещение дом подошел идеально. Ну а Дима, как главный по логистике, отправился в аэропорт встречать наш боевой состав. Это International аэропорт Кейптауна. Где-то здесь должны быть наши ребята. Блин, вы спросите меня, волнуюсь ли я? Да, я немного волнуюсь, потому что к нам приехали братва, которых я не знаю лично. Ребята приехали попрыгать вместе с нами. В общем, короче, ждем их. Это вы? Блин, прикиньте, я иду, и мы просто узнали друг друга издалека. Вот эти прекрасные русские лица. Давайте знакомиться. Когда мы приглашали на кемп участников, похоже, нас поняли буквально. Ребят, небольшое объявление для скайдайверов. Мы планируем делать буги. Это будет очень классный борт. Братва, кто может поехать с нами, и тем более, кто хочет, присоединяйтесь. В общем, братву звали, братва и приехала. Так бы и скитались своим мускулинным составом, если бы не эта милая девушка Илина. Так что ей отдельный респект за то, что она скрасила нашу атмосферу. Ребят, все готовы? Да. Что, берем багаж? Это наш драйвер. Привет. Чао. К вечеру вся банда была уже на месте. Итог нулевого дня – знакомство, заселение по комнатам и краткий брифинг, в котором мы еще раз обсудили предварительный план поездки и что этот план будет меняться прямо на ходу. Но в целом ребята были к этому готовы. После чего мы отправились в местный ресторан, где вкусно поужинали и отметили начало нашего первого кемпа. Утро первого дня началось с водных процедур. Это был тот день, когда мы поняли, что тратить драгоценное полетное время на долгий завтрак не совсем уместно. Поэтому мы быстро заскочили в кафеху и рванули на дроп-зону. Дорога от нашего дома занимала около часа, и не успев насладиться шикарными видами, приехали на место с названием Skydive to Ocean. На ней мы сами впервые, поэтому прошу любить и жаловать.
Это было начало недели, и обычно это не рабочее время для таких заведений. Но что приятно, мы приехали таким составом, что позволило функционировать аэродрому и запустить самолет специально под нас. Пока все хорошо. Нас встретили вот такие вот самолеты, посмотрите. Это палубные, называется, по-моему, так, да? Со сложными крыльями. Короче, однозначно. британские истребители. Вот так вот они заканчивают свою жизнь. Ну, слушай, достаточно неплохо. Другие на свалках. На солнышке. Да. А эти вот в хорошем месте. Прилично. На дроп-зоне. Касаемо самой дроп-зоны. На этот раз мы не стали делать душных обзоров, она выглядит ровно так, как большинство дроп-зон в этих местах. Старый ангар, грунтовая взлетка и бескрайние виноградные поля. Кстати, у нас нововведение. Мы попробовали интегрировать микрофоны в шлемы, и теперь во время полета мы не только можем записывать голос, так еще и разговаривать друг с другом. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Они работают уже? Да. То есть, по идее, Андрюха меня слушает? Да. Транзит! Сделай транзит! Пожалуйста. Окей. Что не сделаешь ради... Блядь, ну как? Ну, Серега. Не, ну, пацаны, ну как я? Ну, я... Это пи***ц. Ну, это пи***ц. И вот этот бахрому. Бля. Бля, это же пи***ц полный. Серега, как ее снять? Просто выдерни. Будет она тоже сейчас два черных вот этих хуй, блядь. А ты меня слышишь? А хуй слышишь? О, Господи, спаси и сохрани, пожалуйста. Да не успокаивайте меня, пацаны, мне надо просто это пережить. Первый прыжок сейчас, и все. Потом все будет нормально. Я слышу, как ты дышишь. Потому что боюсь. Возьму-ка я на всякий случай перчатки. 100%. Обычно без перчаток я прыгаю. Слышишь меня, брат? Да, очень хорошо. То есть... Очень хорошо слышу, очень. И хочется разговаривать на немецком. Ну просто немецкого я не знаю. Настало время нашего первого взлета. На свой первый прыжок мы амбициозно спланировали собрать формацию, плюс дополнительно необходимо было понять, у кого какой скилл. Разумеется, нам предварительно провели брифинг и показали, где приземляться и как именно заходить на посадку. Плюс ко всему, нас познакомили с самолетом, и мы, как обычно, отрепетировали отделение. Прыгать будем вот с такого красавца, из-за аграрных потребностей в ЮАР эти борты довольно популярны. Называется эта птица Atlas LS-60C, а в простонародье просто ангел. И надо признать, что этот самолет довольно бодро поднимает тебя на 4 километра, да и выглядит он свежо и приятно. Это командир экипажа, я не помню, как его зовут, но он сидит рядом со мной. Как вы видите, он полностью сосредоточен на полете. Вот он управляет самолетом, у него слегка приоткрыт рот, потому что вот фокус внимания, сами понимаете. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на борту шикарных африканских авиалиний. Благодарим вас за то, что вы пользуетесь услугами именно нашей авиакомпании. Надеемся, что у вас полет будет шикарным, комфортным и незабываемым. Надеюсь, все ремни пристегнуты. Поехали. Кормить будут? Вечером, брат. Вся кормежка вечером. Это еще не все. Про детали дроп-зоны я вам расскажу чуть попозже. А пока встречайте и не судите строго. Наш первый прыг на нашем первом кемпе. Ура! Опа! Открывайся! Фу, пацаны, чуть шлем не потерял, а? Йо! Вау, ну сумбурно. Ну чё, компания разношерстная. Опыт разный, раньше вместе не прыгали. Для первого раза неплохо. Наш кемп не един одним скайдайвом, и для того, чтобы разбавить повествование, давайте я вкратце поделюсь занимательным культ-походом на страусиную ферму. Как раз и развеем миф о том, возможно ли в 21 веке устроить бега верхом на страусах.
девчонки, вы же любите такие сумочки? А я вам сейчас покажу, из чего эти сумочки делают. Пришли мы сюда исключительно с целью покататься, но сразу на пороге нас ждал межгалактический облом, поскольку общество защиты животных пресекла эту старую южноафриканскую забаву. Ведь животные, по их мнению, страдают во время покатушек. И тем, кто будет кататься на страусах, прилипнет огромный штраф, а ферму просто могут закрыть. Поэтому из развлечений ферма предложила нам сначала зачем-то постоять на страусиных яйцах и затестить их на прочность, а затем нам раздали сухую кукурузу и попросили с рук покормить животных. Такой вот получился контактный зоопарк. Чего общество защиты животных не предусмотрело, так это то, что на этих страусах разрешают посидеть. И скажу вам честно, после такого не факт, что кто-то бы решился на полноценную катку. Ведь эта птичка может не только тебя скинуть, но и затоптать. Ну все, думаю, со страусами вопрос закрыт, а на будущее мы подберем себе занятия повеселее. А тем временем предлагаю вернуться на дроп-зону. Вернемся на дроп-зону в момент после нашего разогревочного прыжка. И после него мы раскидались по скиллам и организовались в мини-команды. Дроп-зона была открыта под нас, и на практике эта схема показалась максимально комфортной. Так как весь наш состав это полный кворум самолет, погрузка на борт осуществлялась по нашей готовности. Разумеется, готовились мы очень быстро, что привело к довольно высокому количеству прыжков. Как у тебя настроение? Настроение хорошее. Готово? Нет. Ну, естественно, к этому невозможно подготовиться, но это и есть самое интересное. Сразу же, как твой инструктор вываливается вместе с тобой в открытую дверь, начинается невероятное. Твой адреналин зашкаливает, а все твои страхи остаются позади. Каждый момент свободного падения – это взрыв эмоций, который сложно описать словами. И если ты еще ни разу этого не делал, то мы с радостью составим тебе в небе компанию. Утро следующего дня. Снова ранний подъем и снова прыжки весь день. Нет спешки, нет суеты, только ты и небо. Когда дроп-зона открыта под тебя, все кажется проще. Не нужно ждать своей очереди, торопиться или подстраиваться под других. Хочешь еще? Да пожалуйста. К текущему моменту все уже напрыгались и начали оттачивать свои скиллы. Кто-то тренировал хеддаун, кто-то тречку, а кто-то просто резвился во фрифлае. В воздухе стало больше осмысленных движений и меньше хаоса. Каждый был занят своим прогрессом. И так проходил у нас каждый день. Мы приезжали утром, загружались в борт и прыгали до самого вечера. Как мы не уставали? Да, конечно, уставали, но это была приятная усталость. Та, что чувствуешь, когда занимаешься тем, что по-настоящему любишь. Наверное, это был первый раз, когда я вообще никак себя не ограничивал. Только прыжки. Прыжки в вингах, прыжки белли, прыжки во фрифлае. Все, что хочешь. Все небо твое. За одним взлетом другой, к вечеру первого дня все были буквально выжаты, но при этом абсолютно счастливые. Вячеславович, блин, это просто всегда на грани вот лучшего контента. За эти дни мы от души напрыгались и по этому поводу решили сделать небольшую эмоциональную разрядку и свинтить с дроп-зоны пораньше. И раз уж мы в Кейптауне, мы просто не смогли не посетить наших старых добрых друзей пингвинов. Да-да, пингвинов, в Африке, на пляже. Кто бы мог подумать, что эти забавные ребята обитают здесь стаями. Друзья, в общем, не знаю, насколько вам будет это интересно, но мы все-таки хотим вам показать местную фауну. Нельзя не приехать в этот замечательный город и не посетить место Саймонтаун, потому что здесь что, Дмитрий Юрьевич? Пингвины, конечно же. Вот так вот. Хотели пингвинов? А вот они. Сейчас мы вам их и покажем. Пингвины живут в знаменитом городке под названием Саймонстаун. Здесь южноафриканцы организовали им суперкомфортную инфраструктуру. Кстати, нам очень повезло. Пингвинов было много, а туристов мало. Мы, как самые авантюристы, точно добьемся до того, чтобы и мы заценили пингвинов, и пингвины нас заценили, потому что для них это будет не менее важный интертеймент. Как ты красиво говоришь, господи.
Короче, эта наша вылазка к пингвинам тоже сыграла свою роль. И ребята, да и я сам, наконец-то по-человечески отдохнули. Немного отвлеклись от прыжков и нашего бешеного ритма. Вообще, Южная Африка просто кишит такими туристическими штуками. И мы точно не собираемся их упускать. Думаю, на будущее мы обязательно будем включать подобные поинты в программу нашего Skydive Adventure Camp. В общем, день прошел отлично, пингвины довольны, а ребята откисли. Разумеется, прыжки на этом не заканчиваются, но сейчас все вдоволь нафоткались с местной фауной и поехали домой высыпаться. Так и закончился еще один день нашего кемпа. Ну, как говорится, отдохнули и за работу. Впереди еще один прыжковый день в Кейптауне, а это значит, что у нас традиционный подъем в 4 утра, и мы выдвигаемся на дроп-зону. Ранний подъем обусловлен вечерней передислокацией в Йоханнесбург, и в этот день, учитывая перелет, хотелось бы вдоволь напрыгаться. В нашем распоряжении все та же дроп-зона вместе с уже ожидавшим нас самолетом. Состав слетался, короче, кемп в самом разгаре. Что примечательно, парни с дроп-зоны подсуетились и организовали нам завтрак прямо там. Также ребята пофиксили историческую несправедливость, а именно отсутствие нашего государственного флага. Еще одна наша миссия на сегодня — закрепить его на дроп-зоне. Солнце, горы, ребята идут, значит, за парашютными системами. Не, это нереально круто, и поэтому любые кемпы, любые мероприятия, где люди встречаются ради того, чтобы попрыгать, они вот такие немножечко нагруженные по, как сказать, по таймингу. Мы рано встаем, мы много прыгаем, мы поздно ложимся, потому что мы ездим на экскурсии, гуляем. Времени постоянно не хватает. Ребят, нужно какое-то изобретение, которое вот останавливает время. Да ладно, что я вас сейчас грузить буду? Ты вообще про наркотики? А мне нужен хороший дом престарелых, пожалуйста, такой комфортный. Ну вот видите, кому прыжки, а кому дом престарелых. Ну, разумеется, все это шутки. Впереди нас ждала отличная половина дня и классная погода. Диман сообразил для всех план на прыжки, и после этого спокойного вечера с пингвинами ребята были мощно заряжены. А тем временем, да, снова прыжки. И нет, это не надоедает. Любители скайдайвинга меня точно поймут. Когда ты в потоке, когда все летает, в голове остается только одно – хочу еще. Спокойно, 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 спокойно. Серега, как профессиональный тренер, никак не мог смириться с тем, что Диман, несмотря на свой приличный опыт в скайдайве, до сих пор не укладывает купол сам. Аргумент у Димана железный – банальная лень. Но с настойчивостью настоящего коуча Серый все-таки уговорил Димана уложить свой парашют собственными руками. Конечно, под его чутким руководством. Что из этого вышло и как прошло раскрытие, вы узнаете прямо сейчас. Диман, мы за тебя держим кулаки. Ну что, с Богом! Давай! Идеально! Давай! Ногами! Выгиб, блядь, вот их хуй! Подытожим нашу скайдайверскую часть. За эти дни на дроп-зоне каждый сделал в среднем по 30 прыжков. И как по мне, это прям с небольшим передозом. Но зато все вдоволь напрыгались, и самое главное, все прошло штатно и без происшествий. В процессе все раскочегарились, набрали уверенности и к финалу стали работать как одна команда. В общем, скайдайв половины кемпа получилась ровно такой, как мы ее и хотели. Динамичный, насыщенный и с правильным вайбом. Чё-то я разогнал его. Все, отпрыгали мы здесь чудненько, все очень уставшие. В 5 утра у нас выезд был каждый день, 4 подъем. Но все довольные, все счастливые. И это самое главное. И мы сейчас отправляемся в международный аэропорт имени, хотел сказать, Юрия Гагарина. Друзья, скоро назовем так.
Знаете, вот эта кейптаунская часть трипа прошла для нас на одном дыхании. Казалось бы, тайминг был не столь продолжительным, но столько разных событий успело произойти за это время. И только представьте, это средина кемпа. Что больше всего греет душу, так это то, что практически сразу мы сдружились с нашими ребятами, и пребывание с ними было очень душевным. Я, конечно, не претендую на звание самого сентиментального человека, но факты остаются фактами. А сейчас мы отправляемся в Йоханнесбург, где посетим 2 дроп-зоны, попрыгаем с военной вертушки, да и вообще, как показала практика, здесь мы только вошли в кураж. Йоханнесбург встретил нас идеальной погодой. Безоблачно, безветренно, тепло, то, что надо для прыжков. Добравшись до отеля, мы заселились и решили взять небольшую паузу, передохнуть и набраться сил, ведь уже завтра нас ждала новая локация Skydive Pretoria Club. Замученные, но счастливые, мы наконец-таки добрались в ночи и заселились в гостиницу. Что мы имеем? Стандартный одноместный номер. Ничего особенного, с одной стороны, казалось бы, но все достаточно мило и уютно. Итак, отпрыгав длинный прыжковый день, ты можешь зайти в такую милую bathroom, сходить в туалет, принять ванну, но я не советую, просто можно искупаться в душе. Бросить здесь свои вещи, лечь в эту прекрасную постель, отдохнуть, может быть, посмотреть телевизор. Ребята, смотрите, все очень уютно. Взял планшетик, положил на коленки с прыжками, сидишь, балдеешь. Супер, шикарно. Нам это нравится. Ребят, такие дела. Приезжайте на наш ивент, будете жить в таких номерах и кайфовать. Вот. Нет номеров от ивента. В номерах будете хорошо отдыхать. Гостиничное утро началось со вкусного и удобного завтрака, после чего вся братва погрузилась в бричку и торжественно отправилась на дроп-зону, что находилась неподалеку. Pretoria Skydive Club – это небольшая, но очень уютная дроп-зона, где заправляет мой давний товарищ Билли. Я уже рассказывал про это место в других выпусках, но для тех, кто тут впервые, краткий экскурс. Отличная просторная площадка приземления, есть даже свой свуп-понт для тех, кто любит эффектно приземляться. Укладочная зона прямо на свежем воздухе, небольшой бассейн, если хочется охладиться после жарких прыжков, и вот такая уютная кафешка, где можно вкусно перекусить или просто зависнуть между взлетами. Ну и, конечно, главная причина, по которой мы здесь все собрались, вот этот красавец Пак. Очень шустрый борт, который всегда радует скоростью набора высоты. Приехали мы сюда в субботу, а значит, рабочий день кипит на полную. Кроме нас, здесь есть еще и местные скайдайверы, тандемы, поэтому атмосфера максимально живая и драйвовая. Так, ну что, друзья, вот это вот Сережа Назаров, это Андрей Гор, Никита, дай 5. Самолет называется Пак, наша бригада. Мы находимся в Притории, здесь много частных школ. Сейчас мы выруливаем, все очень, как вы видите, классно, комфортно, супер уютно, прекрасно. Сейчас будем делать прыжочки над Приторией. Вот тут куда ни плюнь, везде красиво в этой Африке. То ли я такой сентиментальный стал, не знаю, красиво. Так живем, пыхтим. Хопа, ничего себе, дверка закрылась. После столь насыщенных дней азарт в глазах парней, да и у меня лишь разгорался. Окружающая атмосфера подливала масло в огонь. Мы дубасили с этого Пака весь день, так что по традиции представляю вам зрелищное приторийское скайдайв попурри. Тут мы продолжали сходить с ума от такого обилия скайдайва. Каждый взлет, каждый прыжок – это настоящая эйфория, которая превращала нас в детей. Мы баловались, летали, просто дурачились в небе и ловили кайф от каждого момента. Так, ну что, вот она, дроп-зона Притория. Очень уютная. Смотрите, над вот этими ангарами лучше низко не летать, потому что от них очень сильно турбулит. Как обычно, пацаны, не выпуская шасси, потому что кроссовочки чистые.
Сколько мы тут сделали прыжков, уже никто не считал, и к вечеру мы были вымотаны до предела, но несмотря на усталость, все были счастливы. Это был предпоследний день нашего кемпа, и все хотели оторваться по максимуму. Ощущение, что вот-вот все закончится, заставляло ловить каждый момент, проживать его до конца, буквально до тошноты. Тем вечером уже не было сил, чтобы куда-либо ползти, и мы берегли остатки энергии на завтрашний день, потому что нас ждала абсолютно новая локация. Заключительным пристанищем нашего кемпа стала уютная и аутентичная дроп-зона Skydive Ranch. Вы могли ее видеть в выпуске, где мы прыгали с шара. Название говорит само за себя. Дроп-зона действительно расположена на частном ранчо с деревенской, но теплой и гостеприимной атмосферой. Само место довольно простое, но привлекло оно нас не только знакомым самолетом, таким же как в Кейптауне, но и вот этой вертушкой. Называется этот аппарат вот так. Это французский военный вертолет, и весь его внешний вид прям кричит о том, что нас ожидают очень веселые прыжки. Короче, издалека эта штука мне нравится, но я не наблюдаю ни сидений, ни дверей. Вау, посмотрите, какая машина! Мы будем сидеть и не пристегиваться? Наличие такого летательного аппарата нас заставило ускориться, и мы по-молодецки зарегистрировались, заслушали брифинг, а далее по классике нам показали, куда приземляться и как заходить на посадку. А главное, как именно отделяться от вертолета и что нужно сделать, чтобы не схлопотать по шлему винтом. Этот чоппер был наш на весь день, и тут, конечно, наши предварительные фантазии разыгрались по полной. Всем не терпелось сигануть с него, но я, в общем-то, не буду с этим затягивать. Дорогие друзья, если вы меня слышите, мы находимся прямо сейчас в шикарном, прекрасном, красивом, невероятном вертолете. Обратите внимание на пилота. Молодой юноша, яркий, полон эмоций, задора, готовый жить. И вот он настраивает какие-то приборы, берет ручник, проверяет. И, в общем-то, мы готовимся к взлету. Андрюх, ты доруливай, помогай ему. Да, мой контроль. Так, ну че, давай, запускай винт. От винта! Есть от винта! Ой, как классно, конструкция начинает вибрировать. Ты чувствуешь мощь этого двигателя. Мне очень нравится наш пилот, правда, очень нравится. Это такой приятный дедушка, вот он видно, что всю жизнь занимается авиацией. Вот этот комбинезон, все, весь его стайл такой, он просто такой крутой. И я уверен, что он эту машину водит с детства, и для него это, конечно, настолько все понятно. Вау. Не, круто, ребят, дверей нету. Пацаны сидят прям, это вообще... Посмотрите, ребята, дрон нас сопровождает, дрон. Обалденно. Нет, определенно вертолеты круче самолетов. Вот то, что мы сейчас делаем, это настолько вообще не передать. Так, это он проверяет, качает его влево-вправо, вперед-назад. Обалдеть, ребят, прям за спиной у меня трава. Пошел. Смотри, дрон за нами. Шпарит, смотри, офигеть. Как он летит. Ай, молодец. Страшно. Нахера он с окна запускает. Я сейчас туда выпаду, блядь. Охренеть. Наше удивление было вызвано не тем, что мы впервые летим на таком вертолете, а тем, как мы это делаем. Дед попался не робкого десятка и пользовался вертушкой, как в былые военные годы. Как мы только не угорали. Висели на руках, цеплялись ногами, отделялись и так, и эдак. И знаете, в чем кайф прыжков с вертушки? Это абсолютно другое ощущение. Каждый раз дорога к выброске превращалась в отдельное приключение, служа ярким прологом к самому скайдайву и усиливая эйфорию предстоящего прыжка. Это похоже на прыжок с воздушного шара, или даже на бейс. Ты просто отваливаешься в бездну и никакого потока. Не на что опереться. Ты летишь в пустоту, и пусть это всего на мгновение, но это ощущение невесомости.
как страшно. Ой-ой-ой, все запищало, ужас какой. 5, твою мать. Давайте по чесноку. Было здорово, это приятно. Жалко, что у него реально 1500-1600, как будто бы маловато. Вот, но отделение, ребят, с вертолета, без дверей. В этом есть какой-то нереальный кайф, нереальный. Step by step, I've walked 100 miles and I Вишенка на торте нашего заключительного дня стал безумно красивый африканский сансет. Разумеется, мы не могли упустить шанс совершить на его фоне заключительный прыжок. Силы у ребят еще оставались, а золотое солнышко только подогревало энтузиазм. Ежу понятно, что вертушка всю нашу банду не потянет, поэтому заключительный прыжок мы делаем с самолета. Ну что, братва? Идем на сансетный прыжок. Смотри, какое настроение. Как все довольны, а? Все подзаебались, правда, уже. Никитос, мы с тобой. И даже наша единственная красавица Элина настолько прониклась атмосферой, что сделала еще один прыжок в тандеме и твердо пообещала пройти курс АФФ, чтобы окончательно встать на эту скользкую, но такую кайфовую дорожку парашютомании. Кстати, вполне возможно, что в следующем кемпе мы организуем полноценный курс АФФ, если будет такой запрос. Так что если вы еще не в теме, но очень хотите присоединиться к нашему безумию, переходите в телегу, там будет информация про наш ближайший сабантуй. off of this lonely road, 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 off of this lonely road. Would you catch me? Tell me, would you catch me if I told you I was sorry? Could I fall into your blessing? Would you wrap your arms around me? Never drown me. If I walk towards the light, could I tell him that you found me? God, the only help I got. I know some people plotting on me, probably thought I'd rot. Praying for my downfall, wanna take my spot. Guess I deserve it, all the evil came out my heart. But на протяжении всего кемпа нас сопровождала отличная погода, вкусная еда и просто сумасшедшая компания. Наш друг и товарищ Стефан запечатлел все это на своем FPV-дроне, создавая по-настоящему головокружительные кадры. Теперь, глядя на них, трудно поверить, что мы так долго откладывали организацию этого первого скайдайв-кемпа. Кажется, вышло неплохо. А вы что думаете? Пишите в комментариях. А если хотите оказаться в следующий раз с нами в одном взлете, заполняйте форму по ссылке под этим видео. И, конечно, подписывайтесь на мой телеграм. Там я делюсь нашими приключениями почти в режиме онлайн. Да и просто можно пообщаться. Вам спасибо, что досмотрели этот выпуск, а нас ждет еще немало потрясающих событий. До встречи в небе. Пока. Небольшое объявление. Ребят, знаю, что многие из вас хотят видеть наши видосики чаще, и у нас в этом плане с вами мнение совпадает. Но, к сожалению, у нас не хватает рук, и мы сейчас находимся в поисках монтажера и в поисках режиссера монтажа. Поэтому, если у вас есть такие навыки, если вам это интересно, если вы умеете монтировать вот так, как мы это делаем сейчас, пишите, ссылочку я оставлю, может быть, вместе поработаем.